Есть ли среди вас фанаты Silent Hill? Так как я являюсь фанатом этого фильма и по многочисленным просьбам я решила сделать видео по Silent Hill, рассказать историю создания и самые интересные факты, которые, возможно, вы не знали. Silent Hill – канадский фильм ужасов, основанный на одноименной японской компьютерной игре. Режиссером картины выступил Кристоф Ган. Впервые идею об экранизации Silent Hill режиссер Кристоф Ган озвучил продюсеру Самуэлю Хадиди, когда проходил одноименную игру 1999 года. По словам Гана, игра увлекла его своим неоднородным сюжетом, настолько захватывающим и сложным, что он был достоин стать основой для настоящего кино. Ган посылал тонну писем правообладателям, прося дать согласие на экранизацию игры, но ответа не получал. Свое видение фильма он изложил в 37-минутном ролике с японскими субтитрами, который был показан на заседании Совета директоров Konami. Представители компании поняли, что Кристоф единственный среди крупных студий, которые боролись за право на экранизацию, понял суть игры, и спустя 2 месяца режиссер получил права на съемки, которых он добивался в общей сложности 5 лет. Съемки фильма начались 27 апреля 2005 года и закончились спустя 3 месяца. Фильм снимали в Канаде, в Брантфорде, Гамильтоне, Брамптоне и других городах, а именно в Брантфорде съемки длились 4 дня. Это место выбрали потому, что оно нуждалось в минимальных изменениях, так как эта часть города уже и так находилась в плачевном состоянии, однако впоследствии была значительно расчищена и состояла из заброшенных зданий, которые было легко подготовить для съемок. Как мы знаем, Silent Hill – пустынный город-призрак, который был заброшен из-за того, что на протяжении 30 лет в шахтах под городом горел уголь. Ища подходящий город для съемок, сценарист Роджер Эвери наткнулся на город Централия, штат Пенсильвания, США. К его удивлению, это место было заброшено, и под этим городом горел уголь на протяжении 40 лет. Этот город и послужил прототипом для создания города в фильме. Известно, что фильм снят по мотивам компьютерной игры Silent Hill 1999 года, и в фильме, как и в игре, планировали, чтобы главный герой был мужчина. Но когда сценарий был закончен, то режиссер Кристоф Ган понял, что мужчина не подойдет для этой роли, потому что главный герой получался слишком впечатлительным, и у него было немало женских черт характера. Поэтому в итоге решили сделать главным героем женщину. В первоначальном сценарии были только женские персонажи. После представления на рассмотрение сценарий был возвращен Кристофу Гану с пометкой «Нет мужчин». Персонаж Шона Бина, Гарри Мейсон, был добавлен, и сценарий был утвержден. На получение главной женской роли Роуз претендовали Мила Йовович и Мэг Райан, но получила ее Рада Митчелл. А роль Сибил Кристоф Ган хотел, чтобы исполнила Кэмерон Диаз, но это не осуществилось. При производстве картины было принято решение минимизировать количество компьютерных спецэффектов. Во время съемок фильма в общей сложности было использовано 165 наборов декораций различных мест. Больше всего усилий было потрачено на создание тумана, окутывающего заброшенный городок. А все роли монстров и причудливых существ исполнены живыми актерами, одетыми в латекс, чтобы зритель смог ощутить не только их реальность, но и их страдания. Кстати, эти актеры были профессиональными танцорами. Таким образом, монстры получились достаточно гибкими и точно передавали необходимую тревожность в движениях. Странные спотыкающиеся движения темных медсестер, когда они впервые оживают, были получены при помощи воспроизведения в обратном направлении пленки, на которой было снято, как они идут назад. А хореограф и танцовщик Роберто Кампанелло координировал движения всех существ и следил, как каждый из актеров выполняет движение соответствующего персонажа. В частности, таких персонажей, как Пепельный ребенок, Темные медсестры и Безрукий. Кроме того, именно он исполнил роли Пирамидоголового, Уборщика Колина и Мученика. Большое внимание уделялось костюмам и гриму. Было сделано около 100 различных копий одежды Роуз. Все начинается с мягких летних цветов, и далее по ходу развития фильма цвет одежды становится более серым, а в конечном итоге кроваво-красным. Эти изменения были настолько аккуратно сделаны, что это было едва заметно.
А Роберто Кампанелло, когда играл пирамидоголового, носил обувь 40-сантиметровой платформы, чтобы его рост составлял больше 2 метров. И у пирамидоголового вовсе не юбка, а передник из человеческой кожи. Более того, из-за качественного преображения актеров Рада Митчелл, играющая Роуз, на самом деле никогда не видела лица Иван Энджи, которая играла пепельного ребенка. Как сказала Рада Митчелл, большинство фильмов ужасов создаются по принципу «чем меньше, тем лучше». То есть, чем меньше зрители видят монстров в фильме, тем им страшнее. Но не в фильме Silent Hill. Здесь очень много необычных существ, которые появляются поочередно на всем протяжении фильма. Кроме того, мало кто знает, что Рада Митчелл получила удар по лицу от одной из темных медсестер во время съемок сцены в подвале больницы, и что в сцене сожжения ведьм в церкви съемочная команда была загримирована под наблюдающих за этим зрелищем. Также на протяжении всего фильма можно встретить отсылки к самой игре. Например, в начале фильма, когда Роуз бегает, лихорадочно пытаясь найти Шерон, она проходит через туннель. На стене туннеля видно граффити с именем Шерил. Это оригинальное имя Шерон из видеоигры. Оружие, которое используют мужчины в противогазах, это металлические трубы. Такая труба – одно из первых видов оружия, которое встречается в игре Silent Hill. Плюс ко всему, кроме композиции Ring of Fire Дженни Кэша, вся остальная музыка взята из серии игр Silent Hill. При окончании работы фильм получился 3,5 часа. И именно фильм длительностью 3,5 часа показывали в кинотеатрах. Эта версия является как раз той версией, которую режиссер Кристоф Ган хотел донести до зрителя, хоть во время съемок никто и не рассчитывал на такую длительность. В интервью он сказал, что его версия понравилась руководству студии, и его никогда не просили вырезать какие-либо сцены для уменьшения длительности фильма. Но, согласно информации ряда изданий, режиссерская версия фильма была сокращена по настоянию продюсеров более чем на 90 минут, так как прокатчики не желали связываться с фильмом ужасов подобных размеров. Кристоф Ган был очень расстроен этим, но смирился с ситуацией. Сегодня на этом все. Надеюсь, вам понравилось видео. Всем пока! Thank you.